Именно обонятельный тренинг на первом месте по возврату обоняния. Поднести на расстояние 2 сантиметра от носа и вот таким образом создать немножко ток воздуха и активно подышать. Тыщ-пищ, убили двух зайцев, да, одновременно. Да. Это может быть и за 5, и за 10 лет, и даже за несколько десятилетий. Симптом искажения запахов – это тоже симптом. Срочно на кухню за 4 продуктами, спасайте эволюцию. Друзья, добрый день! Вы смотрите программу «На здоровье». Меня зовут Елена Войцеховская, я медицинский журналист. И, как всегда, в этой студии лучшие врачи, которые рассказывают вам о том, как быть здоровым, как сохранить свой прекрасный внешний вид. И сегодня мы вновь встречаемся с нашим доктором Юлией Голуновой, врач-оториноларинголог, специалист по противостарению, я так скажу. Доктор, здравствуйте! Добрый день! Юлия Голунова, оториноларинголог, руководитель клиники, врач высшей категории. Рада видеть вас в нашей студии. Если, друзья, вы еще не знакомы с нашим доктором, в одном из предыдущих выпусков программы мы говорили о голоде, как о таблетке от всех болезней, и тогда мы с вами познакомились. Сегодня тема актуальнейшая во все времена. Последние 3 года мы вдруг стали понимать, как человеку необходимо чувствовать, что он нюхает, да, что у апельсинов есть запах, у кофе есть запах, у человека другого есть запах. Потеря обоняния. Мы связываем это с ковидом, но оказывается, есть еще 3 опасных состояния, различных состояния, групп болезней, которые могут так или иначе говорить, что ай-яй-яй, что-то не то. Давайте об этом. Да, есть несколько групп заболеваний, с которыми может тоже быть связано нарушение обоняния. И, наверное, самая грозная, самая такая топовая тема – это нейродегенерация, нейродегенеративные заболевания, к которым относятся как раз болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона. И из неврологической группы мы, например, можем еще рассмотреть мигрень. Нарушения везде разные. Например, если мы возьмем мигрень, то при мигрени наоборот гиперсмия, то есть повышенная чувствительность к запахам, которая может явиться триггером возникновения мигренозного этого приступа. Кроме того, при мигрени может запах являться аурой, даже субъективно ощущаемый какой-то запах может явиться аурой, предвестником начала мигренозных таких приступов. Если взять другую группу именно нейродегенерации, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, то потеря обоняния там настолько патогномоничный признак, то есть настолько характерный для этих заболеваний, что при его отсутствии даже ставится под вопрос сам диагноз. Вот настолько мало кто об этом думает, и тем не менее. И самое главное, что при этой группе заболеваний потеря обоняния может явиться первым манифестным таким признаком задолго до начала развития заболевания. То есть это может быть и за 5, и за 10 лет, и даже за несколько десятилетий может предваряться начало болезни Альцгеймера, например, потери обоняния. Поэтому настолько важно зафиксировать, потому что когда у нас проявляется уже болезнь Альцгеймера, когда 70% клеток головного мозга потеряли связь друг с другом, за счет этого амилоида, за счет белков, которые мешают коннектиться клеткам, мешают их взаимосвязи, а обоняние пропадает тогда, когда еще потери на 15%, на 20%, на 30%. И мы понимаем, насколько важно поставить в это время начало развития заболевания, поставить диагноз и начать лечение. И, конечно, мы отдалим наступление первых признаков, возможно, не на 1 десяток лет. Доктор, короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, человек, у кого потеря обоняния является первым звоночком к болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, теряет обоняние вот так мгновенно, его как будто выключают, или он, что-то как-то хуже стал слышать запахи? Как это происходит? Конечно, постепенно, потому что происходит это на уровне центральной
центральной нервной системы. И когда вот начинает усугубляться, вот почему я говорю, что уже надо, да, чтобы там 15%, 20-30%, человек постепенно начинает понимать, что он наступает снижение восприятия сначала, первым этапом, а потом уже полное его отсутствие. Но вот настолько он, этот признак, мы не привыкли о нем думать, да, никогда не спросит там доктора, вообще как вы чувствуете запах, крайне редко, что сам человек может не заострить на этом внимание, ну пропал и пропал, и не связать это там с чем-то. Безусловно, друзья, на самом деле только вдумайтесь, да, это удивительно. Человек может начать хуже чувствовать запахи из-за того, что у него начинает развиваться болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона. Подробнее об этом состоянии мы уже рассказывали на нашем канале с неврологом, доктором Тео. Пожалуйста, если эта тема вам близка, интересна, если вы переживаете, что кто-то из ваших родственников сейчас испытывает это состояние, пройдите по ссылке в описании, посмотрите этот выпуск. А мы переходим ко второй группе заболеваний, которые могут выражаться таким ярким симптомом, как потеря обоняния. И вторая группа заболеваний – это эндокринологические заболевания. То есть, например, гипотиреоз, то есть нарушение работы щитовидной железы, могут сопровождаться потерей обоняния, и гипосмией, снижением его. Сахарный диабет, потому что там нарушается вот именно кровоснабжение, мелкие сосуды страдают, и за счет их склерозирования, за счет их такой вот, так скажем, хрупкости повышенной, снижается их эластичность, снижается ток крови в них и снижается обоняние. Поэтому это тоже вот такая большая группа, в которой есть вот этот грозный симптом. Поэтому, конечно, надо в том числе, если заболевание, потеря обоняния не связана никак с респираторными симптомами, не произошло сразу, например, после какого-то вирусного заболевания, то надо еще подумать вот об этих двух группах, и неврологической, и эндокринологической. Что касается эндокринологических проявлений в связи с потерей или снижением обоняния, как здесь происходит вот это ощущение? Точно так же плавно, мягко, раньше лучше чувствовал запахи? Или, кстати, может ли быть такое, раньше, например, женщине один парфюм нравился, какой-нибудь цветочный, а сейчас она говорит: боже мой, конечно же нет, я лучше хвойный выберу. Вот здесь какие-то дайте фактуры нам. Я бы, конечно, обратила внимание, если перестают нравиться одни запахи и начинают нравиться другие. Почему? Потому что запах — это такая сложная структура. Она, как правило, один запах состоит из нескольких химических элементов. И, естественно, на рецепторы, которые у нас в обонятельной зоне, каждый рецептор на одну молекулу химического вещества реагирует. И такая обонятельная карта. И вот если мы не все рецепторы задействовали, не все запахи узнал, не все молекулы вот этого запаха одного единственного, тех же любимых духов распознал наш обонятельный орган, может он разонравиться, потому что он воспринимается совершенно по-другому, он немножко искажается. Поэтому симптом искажения запахов — это тоже симптом. Я бы обратила внимание. Как интересно, друзья мои, если вы когда-либо в своей жизни испытывали это состояние, прямо сейчас пишите в комментариях +1, потому что вот у меня, например, в жизни такое было. Я раньше очень любила такие вечерние тяжелые ароматы, сейчас я вообще не пользуюсь парфюмом. Если вы относите себя тоже к таким людям, прямо сейчас пишите, мы с вами будем объединяться в группы. И скажу еще такой вещи, что Виктор Макарьин, эндокринолог, уже рассказывал нам о гипотиреозе, поэтому переходите по ссылке и обязательно смотрите эту программу. А мы переходим к третьей, самой большой вашей профессиональной группе заболеваний, в связи с которыми теряется обоняние. И, конечно, причина номер 1 сегодня – это ковид. Да, соглашусь. И, в принципе, лор-заболевания – это все-таки 70% от всех нарушений обоняния. То есть причиной большей части является, конечно, лор-заболевание. И я, более того, конечно, советую каждому при первых признаках потери обоняния первый доктор входа в эту проблему – это лор-врач. Потому что, конечно, любые заболевания носа, любые заболевания гайморовых пазух, возможно, какие-то полипозные процессы, аллергические риниты,
отиты или какие-то вазомоторные. То есть все, что может, так скажем, нарушить эту обонятельную зону, а мы понимаем, что она в носу находится, вот все, что там может болеть, отекать и меняться, все может повлиять на обоняние. И, конечно, вирусные заболевания, особенно ковид, это та, так скажем, проблема, которая, когда она проявилась наиболее ярко. Почему это произошло? Потому что вирус ковида, было выяснено, что он разрушает не сам обоняние, не рецепторные клетки, а обкладочные, так называемые, такие клетки-няньки, которые есть вокруг рецепторов, которые их питают, кормят и создают условия, чтобы сохранялась вот эта изоляция вот этих нервов, да, миелиновой оболочки. Вот эти обкладочные клетки страдают в первую очередь. Именно их поражает вирус. А когда умирают няньки, да, дитя остается без глазу, и тоже прямо резко снижается обоняние. И здесь очень важно, конечно, когда на фоне вирусной инфекции, я бы прямо советовала, если за 2 недели не вернулось обоняние, а, как правило, ну, наверное, 2/3 пациентов у них вернется самостоятельно, когда отек уйдет, когда будет элиминирован вирус, когда его организм, иммунная система его найдет и уничтожит, вот тогда начнется восстановление. Но если за 2 недели не произошло это восстановление, конечно, надо обратиться к лор-врачу, потому что, возможно, вирусная инфекция осложнилась бактериальной, возможно, сегодня есть гайморит, и уже состояние более серьезное, и, конечно, надо пролечить в соответствии, как это положено, диагностировать это заболевание и пролечить. Сегодня есть очень много средств таких, и в нашей сети клиник мы очень широко используем, например, физиотерапию, потому что всегда у пациента возникает вопрос, вот у меня только обоняние сейчас нарушено, я уже пролечил насморк, иногда ведь именно постковидно вот так происходит, когда уже нет температуры, нет насморка, нет отека в носу, нос дышит прекрасно, нет только обоняния. Вот чем мне может помочь лор-врач? Вот в этом случае я все равно рекомендую обязательно обратиться, потому что есть такая реабилитация. Во-первых, обонятельная зона, она очень узкая, она находится в куполе носа, то есть вот где у нас, вот как раз в местах, куда мы очки одеваем, вот в этом самом месте, фактически вот на той же самой площади, да, вот как если мы сюда очки с вами оденем, вот в этом таком маленьком месте находится обонятельная зона. Туда попадает всего 10-15% от вдыхаемого воздуха, то есть все остальное идет гораздо ниже. И если вдруг какой-то небольшой даже отек, то, естественно, у нас эта зона может выключиться, и просто туда может воздушная струя не попадать. И сегодня есть разные методы доставки лекарств туда. Либо это какая-то поза определенная, даже капли закапать, это головой вниз буквально, поза молельная так называемая. Вот таким только образом можно, чтобы попало вот в эту зону лекарство. Иначе оно протечет в носоглотку, мы его проглотим, а здесь у нас не попадет, не снимет отек в нужной зоне. И так скажем, именно для этого есть определенные аппаратные методы, которые достигают. Это узол-терапия, ультразвуковое орошение, когда вот мелкодисперсно распыляется и попадает как раз в том числе в верхнюю часть. Это и парисинус, такой вот вибрационный аэрозоль, то есть вибрирующий такой ингалятор, не обычный, который мы дышим дома, все привыкли, а именно вот парисинус называется. И также, например, красный лазер, который очень хорошо работает на регенерацию. Доктор, давайте так, вот я скажу честно, только 2 члена сегодняшней группы ждут эту тему уже 2 недели. Я уверена, что наши зрители тоже давным-давно ждали, когда мы об этом поговорим. Пишите, кстати говоря, ваши вопросы сейчас в комментарии, а мы с вами давайте попробуем систематизировать наши знания. Вот давайте начнем с того, что человек просыпается с утра и понимает, он пьет кофе и понимает, что он не чувствует запаха. Делает, допустим, какой-то домашний тест, это ковид или грипп. Давайте так, алгоритм действия. Что он должен делать первый, второй день, там, неделю, вторую неделю? Он тут же должен бежать к врачу? Или можно как-то самостоятельно вот здесь вот справиться? Да, Елена, вот вы правильно сказали, в сегодняшних обстоятельствах, так как ковид от нас пока никуда не ушел, и действительно мы такие диагнозы сегодня ставим, то в первую очередь я бы посоветовала сделать домашний тест, который продается в аптеках сегодня на ковид, и убедиться, что это все-таки не ковидная инфекция. После того, как вы определились, нашли или нет, я бы рекомендовала, если все-таки отрицательный тест, его через 2-3 дня повторить,
и, в принципе, понаблюдать за своими симптомами. То есть, если вот так резко пропадает, то это, как правило, все-таки больше подозрения на вирусную инфекцию, не на болезнь Альцгеймера, если у вас вы не наблюдаете, что постепенно все падает, и вот я вообще без обоняния, а вот именно резко возникло. Далее, как правило, это вирусная какая-то инфекция, надо пролечиться до выздоровления. Произошло, если это в домашних условиях, и это бывает, действительно мы знаем, да, что насморк может закончиться за неделю. И если он не осложнился каким-то гайморитом, тяжелым состоянием, вот, температура вовремя ушла, все, то можно и еще недельку, то есть недельку мы вылечиваемся до полного выздоровления, и еще неделю ждем. То есть вот этих 2 недели мы даем на восстановление самостоятельно. И как я уже сказала, у 2/3, а иногда и у 3/4 вернется оно самостоятельно, но пронаблюдать это надо. И самостоятельно в домашних условиях я бы рекомендовала все-таки с первого дня начать обонятельный тренинг. Вот, это моя любимая тема. Давайте-ка про нее, потому что, вы знаете, я, конечно, всегда пользуюсь своим служебным положением. Я помню тот день, когда я позвонила доктору, одному из членов моей семьи, просто резко он проснулся без запаха. И мы поняли, что это страшно. Как это так? Мы ничего не будем делать. И вы мне тогда очень подробно рассказали прям инструкцию, которая может помочь каждому человеку. И что, друзья, очень важно, не навредить. То есть это не может навредить человеку. Пожалуйста, доктор, обонятельный тренинг. Да, мало того, что это не навредит, сегодня у этого именно метода лечения, он фактически как метод лечения, к нему так относится сегодня медицина, он имеет самую большую доказательную базу, даже больше, чем наша любимая физиотерапия или какие бы то ни было капли. Именно обонятельный тренинг на первом месте по возврату обоняния. Почему? Потому что обонятельный эпителий, он очень склонен к регенерации. То есть это те клетки, которые готовы опять встать в строй, готовы новые появиться, зародиться там из стволовых клеток для того, чтобы помочь нам жить дальше. Настолько он филогенетический, то есть настолько он эволюционно для нас важен, этот механизм обоняния. Поэтому как мы проводим обонятельный тренинг? Мы можем зайти с вами на кухню и на кухне взять какие-то знакомые для нас, так скажем, 3 продукта. Да, 4 будет. 4 продукта. Вообще обонятельный тренинг мы проводим с 4 разными запахами. Это могут быть любые знакомые для вас запахи. То есть не что-то новое, неизвестное, да, заморский какой-то фрукт, который вы никогда не ели. А берете банальный там апельсин, например. Но это вещество должно быть экстрактировано только что. То есть его надо сейчас разрезать, подавить, да, немножко, чтобы из цедры выделился свежий запах, поднести на расстояние, разрезанный, поднести на расстояние 2 сантиметра от носа и вот таким образом создать немножко ток воздуха и активно подышать. Можно при этом закрыть одну ноздрю, вдохнуть другой, то есть попытаться вспомнить этот запах и попытаться понять, чувствуем мы его или нет. 20 секунд мы это делаем. С каждым продуктом. Если, допустим, мы выбрали апельсин, кофе, любимый там гель для душа, предположим, может такое быть? Конечно. И чеснок может быть. И чеснок. Да, 4 каких-то запаха. Это может быть любимый шампунь, это могут быть действительно духи, это могут быть аромамасла, как вариант, потому что это прекрасный тоже метод, так скажем, обонятельного тренинга. И 20 секунд, как я уже сказала, мы один обоняем, потом откладываем на 30 секунд, мы даем отдых обонятельной зоне, берем следующий продукт, да, например, кофе, но тоже свежеразмолотое зерно, вдыхаем его и также откладываем. То есть по 20 секунд каждый вид запаха мы меняем и делаем там, например, 2-3 подхода одномоментно, то есть вот поочередно меняя вот эти продукты. И таких тренингов, вот, то есть это один такой блок, у нас таких блоков должно быть 6-8 в день, то есть это прямо работа. Ну, хотя бы там 3-4, если вы, например, все время заняты на работе, поэтому не забывайте. Больной такой на работу побежал, да? Поэтому не забывайте, что, может быть, у вас на работе это другие будут запахи, может, это будет какое-то мыло там, да, или что-то менять душистое. можно. Менять можно. Но если при этом не обязательно часто менять. Если нет если вы проводите в одной и той же там зоне, например, только на кухне, то вы эти запахи должны менять раз в 3 недели. Вот 3 недели вы можете обонять одно и то же. Потом меняем запахи и уже обоняем другое. Кроме того, я бы здесь сказала, что эфирные масла, они обладают еще одним уникальным качеством. Они разрушают
биопленки. А мы знаем, что если мы болеем, да, и какие-то у нас микроорганизмы, любые, вирусы, бактерии, грибы, они еще очень любят организовываться в биопленке. Вот эти такие отдельно живущие микроорганизмы, это некая стадия развития биопленки, то в принципе мы еще и это профилактируем. То есть в принципе очень полезно и для обоняния. Я бы рекомендовала даже без потери обоняния вот такой обонятельный тренинг делать просто для того, чтобы помочь себе быстрее восстановиться. Это быстрее вот пищ убили двух зайцев, да, одновременно. Да. Давайте тогда 3 аромата лучших эфирных масел для тех, кто болеет. Я думаю, что это какие-то, опять же, знакомые запахи. Это может быть масло, например, пихты, это может быть масло розы, и там анис или что-то вот такое, что вы, да, что вы хорошо можете распознать, то, что вы помните. Еще раз хочу сказать, что очень характерны этнические особенности, то есть те запахи, которые мы не знаем, то их лучше не использовать, это тоже важно. То есть вот такое обучение, так скажем, и обонятельной зоны, и коры полушарий головного мозга. Этот обонятельный тренинг, правильно ли я понимаю, может использоваться как самостоятельный вид лечения при потере обоняния во время ковида? Никак самостоятельно не буду об этом говорить. Нет, как самостоятельный вид реабилитации, когда уже человек здоров. Вот это да. То есть, когда уже мы выздоровели, понимаем, что заболевание позади, а обоняние не возвращается. Вот тогда это может быть самостоятельный вид реабилитации. И длительность обонятельного тренинга до появления обоняния. То есть, фактически и 6, и 8 месяцев, и год, и 2. То есть, вот так длительно надо заниматься обонятельным тренингом. Конечно, у большинства вернется обоняние раньше. Но если мы этого не делаем, к сожалению, чем дольше срок вот, потери обоняния, тем меньше шансов, то есть шанс прямо падает, шанс вернуть его обратно. Потому что, к сожалению, кора головного мозга, она разучается. То есть вот когда ученики не ходят в школу, да, школа закрывается. Вот примерно такая же ситуация, когда нет запахов, нет сигнала с периферии от обонятельного нейрона, кора начнет атрофироваться. И очень важно, что кора атрофируется. Почему важно сохранить обоняние? Вот настолько он для нас эволюционно был важный такой вот фактор, потому что кора головного мозга, если сигнал не поступает, начинает атрофироваться, а под обонятельной зоной, она находится в височных долях, находится еще одна такая структура, гиппокамп, которая отвечает за нашу память. И вот было выяснено, что действительно обоняние, вот как бы так опосредованно, влияет на память. У нас начинается атрофия еще и вот центров нашей памяти. Поэтому я бы, конечно, прямо рекомендовала обратить внимание и у себя, и у своих близких родственников. Доктор, но давайте мы будем честны, да, мы тоже живем в современном мире, а не в мире розовых единорогов. Когда все переболели ковидом и потеряли обоняние, разве кто-то сидел дома и совершал обонятельный тренинг? Конечно, люди уже годами живут без прежнего нюха, простите. Что же им теперь тогда делать? Получается, что все, они больше никогда не почувствуют запах шашлыка любимого? Ну, если прошло 2 года, к сожалению, прямо очень маленький шанс, но надо понимать, все-таки полная потеря обоняния или частичная, потому что если она частичная и что-то человек чувствует, какие-то запахи, я бы рекомендовала, ну, минимум хотя бы год заниматься обонятельным тренингом, если никогда раньше не занимался, потому что надежда всегда есть. То есть есть какой-то небольшой процент, который вернет себе обоняние даже спустя такое длительное время. А если запахи, например, искажены? То есть после ковида у человека прошло какое-то время, он чувствует, но не так, как раньше. Вот здесь обонятельный тренинг может ему помочь? Конечно, обязательно. То есть здесь как раз надо пытаться обучить, да, заново кору головного мозга, надо пытаться еще и вспомнить этот запах, а какой он был раньше, как вы его чувствовали, и продолжать работать. То есть это, конечно, такой кропотливый труд, но он благодарный, то есть он потом может вам вернуть обоняние. Друзья мои, я уверена, у вас много вопросов относительно обонятельного тренинга. Задавайте их, пожалуйста, в комментарии, потому что если их наберется достаточное количество, мы обязательно продолжим эту тему. А я хочу уточнить, Юлия, вот смотрите, я знаю, что врачи-оториноларингологи, до которых таки доходят пациенты, ответственные за свое здоровье, говорят: доктор, помогите мне, я хочу восстановить обоняние. Расскажите, пожалуйста, тот план лечения, который вы назначаете
сообщаете своим пациентам. И, естественно, хочется понимать, какие результаты ожидать от этого. Конечно, первое — это действительно дойти до доктора. Дальше будет проведена диагностика, потому что мы должны понимать все-таки причины того, что не возвращается. Не всегда это просто постковидный какой-то синдром, а может быть что-то произошло. Мы должны исключить аллергию, мы должны исключить синусит, полипозные какие-то процессы и так далее. То есть мы ищем причину, либо там вазомоторный ринит после диагностики. И здесь, конечно, диагностика, она более расширенная. Мы сдаем и клинический анализ крови, и С-реактивный белок, то есть смотрим на воспаление, на остроту. Мы сдаем биохимический анализ, расширенный профиль, потому что мы предполагаем, тот же ковид все-таки, мы знаем, бывает триггером развития сахарного диабета, бывает триггером, к сожалению, развития нейродегенеративных заболеваний. И если у нас с носом все в порядке, и лор-врач снимает свой диагноз, здесь вот прямой путь дальше поиска, а на каком основании у нас все-таки не возвращается к нам обоняние. И, скорее всего, ковид к чему-то привел. То есть здесь надо прямо поиск активной нейродегенерации, эндокринологических заболеваний, то, о чем мы говорим. И, конечно, и далее при обнаружении какого-то заболевания будет в соответствии с клиническими рекомендациями назначена медикаментозная терапия и какой-то реабилитационный такой курс. Если это лор-заболевание, то это в рамках лор-болезней, либо если это выявится что-то у неврологов, да, у эндокринологов, то они будут лечить. То есть фактически, конечно, будет повод каких-то конкретных назначений. Далее мы будем ждать результат. Конечно, в домашних условиях тоже будет человек помогать там с обонятельным тренингом, и далее мы будем фиксировать. Потому что еще что важно, о чем я не упомянула, это есть такой тест, ольфактометрия он называется. То есть это тест обонятельный. То есть есть специальный набор таких пахучих веществ. И здесь почему еще важно дойти до врача? Потому что все, что мы не можем измерить, мы не можем контролировать. Мы должны измерить. Мы ухудшаемся, улучшаемся, полностью отсутствует обоняние или частично. Иногда самому пациенту очень трудно разобраться. Поэтому, когда он приходит на прием, проводит ольфактометрию, то есть вот такой тест с пахучими веществами, с заполнением таблички «чувствую, не чувствую», вообще что чувствую, чем пахнет. Иногда это выбор из каких-то 3 предложенных ответов, например, апельсин, это кофе там, или чеснок, да, вот каким-то таким образом, разные виды. Но, тем не менее, что важно, что мы зафиксируем на начало приема, на первый день поступления пациента, и далее мы можем через 2 недели, через месяц проверить, потому что все очень субъективно, и когда иногда пациент не чувствует, что стало лучше, мы фиксируем, что улучшение-то есть, и он начал еще там различать еще несколько видов, например, каких-то запахов, и у него интенсивность запаха уже другая ощущается, потому что действительно бывает полная потеря, вплоть до того, что на нашатырный спирт человек не реагирует вообще, хотя на нашатырный спирт, если там еще и пары, там еще должен отреагировать и тройничный нерв, то есть должен человек там, да, хотя бы сморщиться там или там как-то отклониться, но даже этого бывает не происходит. Поэтому мы должны вот фиксировать, что это такое с ним, да, и то же самое извращение запахов мы тоже должны зафиксировать, а потом это измерять, и, конечно, наше предположение, что с помощью лечения мы все-таки начнем обратно возвращать, постепенно регенерировать обонятельный эпителий. Ну, то есть восстановлять, обучать и помогать вот этим клеткам, нянькам, да, потихонечку собираться там, где они должны находиться. Друзья мои, это на самом деле очень хорошая новость, потому что даже те люди, которые уже длительное время испытывают отсутствие обоняния или, может быть, извращение каких-то запахов, могут вернуть прежнее состояние. Это уникальные возможности нашего организма на самом деле. Все, что вы можете сделать сегодня, это встать, дойти до врача, поверить доктору и вместе с ним идти навстречу своему выздоровлению и восстановлению. Есть еще интересный у меня, знаете, какой, Юлия, вопрос? Вот многим кажется, что потеря обоняния связана только с извращением вкуса. Ну, там раньше как-то вот кофе мне было вкусно пить, а сейчас вообще ничего не понимаю. Что люди в этом находят? Но на самом деле ведь обоняние — это чувство, которое помогает нам вообще в принципе существовать на планете. И я вот хочу, чтобы вы рассказали о 5, может быть, неочевидных, но очень важных для нас качествах обоняния. Пожалуйста.
Да, обоняние это уникальный такой механизм, который на уровне эволюции нам был нужен, он сформировался одним из первых, и он был нам нужен больше даже, чем зрение. То есть сегодня, когда мы там геном уже расшифровали, мы понимаем, что вот то количество генов, которое кодирует наше обоняние, превосходит любые другие группы. Это удивительный факт. То есть даже чем зрительный, например, анализатор, хотя, казалось бы, зрение и обоняние, мы даже вот их не сопоставляем. Но нет, обоняние, кроме того, что вы правильно сказали, абсолютно, что часть обоняния мы воспринимаем как вкус, то есть, как правило, приходит человек и говорит, я и вкус потерял, не вкус. Язык чувствует всего 4, да, может быть, максимум 5 вкусов. Это горький, кислый, соленый, сладкий и вкус умами, так называемый, да, глутамат натрия. Но только за счет ретроназального обоняния, только за счет вот этого порции воздуха, который попадает к нам в нос как бы изнутри, оттуда, другой стороной, не через вдыхание, при проглатывании комочка пищи, вот там мы уже можем сказать, мы кушаем что? Мороженое, там, яблоко, вот сладкое, это что сладкое? Вишня, банан и так далее. То есть вот эти нотки мы только за счет ретроназального обоняния. То есть это вот такой уникальный момент. Кроме того, есть так называемый вомероназальный орган, тоже слово сложное, но это тот орган, фактически в обонянии, который воспринимает запах феромонов. Я думаю, феромоны, все мы знаем, что это такое. Это действительно биологические вот такие вещества, запах которых участвует у нас в приятии, в выборе вот такого полового партнера. Это получается, что женщина, которая потеряла 2 года обоняния, может встретить своего мужчину и не почувствовать его? Это, да, вплоть до Срочно этого. на кухню за 4 продуктами, спасайте эволюцию. Это что вообще происходит? Да, да. И вот это удивительный факт, потому что действительно я всегда говорю девушкам, собираясь на свидание, не обливайтесь, пожалуйста, духами, особенно если оно у вас первое. И также не делайте выбор мужчины, если он вот парфюмом очень сильно использовал много парфюма. Поэтому на вот этом уровне биологическом. И есть такие исследования, которые доказывают, если нам неприятен запах кожи, например, для женщины неприятен запах кожи мужчины, то шанс, риск, так скажем, отсутствия нормального зачатия с этим мужчиной, он повышается. Вот такой удивительный факт. То есть на уровне природном нам заложен поиск партнера, поиск, так скажем, супруга-супруги именно вот с помощью обоняния. И также, наверное, все мы знаем вот это чувство, когда рождается ребенок, когда его кладут маме на живот. И вот это первое восприятие кожи, запаха кожи мамы, запаха кожи младенца мамой, вот это тоже происходит такой импринтинг, и это очень сильно привязывает. То есть запахи нас привязывают друг к другу. И если вы заметили, и бывает такое на уровне психологическом, например, мальчик был маленький, он вырос в подростка, и женщина, даже иногда испытывая чувство вины, понимает, что она начинает от него отстраняться, отдаляться. Ей не очень приятен близкий контакт с ним, у него изменился запах. Вот так все просто. То есть он больше привлекает уже полового партнера, нежели собственную маму. И у мамы возникает какое-то отчуждение. Не всегда это происходит, но иногда психологи именно этот момент улавливают. Если, например, пожилой ваш родственник, и у него снизилось обоняние, вы этого не заметили, то это тоже может стать преградой между вами. Тоже вот пожилая, например, бабушка не перестанет, когда ощущать вот этот запах родного человека, у нее вот это чувство безопасности может уйти, и она тоже начнет отдаляться. Ей не захочется там обниматься, прижиматься, целоваться и так далее. То есть вот настолько мы... Ну и, конечно, обоняние — это один из факторов нашей защиты. То есть мы обонянием чувствуем, не испорчен ли продукт. Например, мы чувствуем, не пахнет ли газом. То есть вот какие-то такие, опять же, запах поисковый, пищи вкусно пахнет, да, приду, вдруг меня угостят там где-то из-за двери офиса соседнего, там пирогом пахнет, сейчас зайду. И удивительно еще чувство ностальгии напрямую связано все-таки с обонянием. Это тоже было доказано. Не вид пирожков, а запах бабушкиных пирожков будет бесконечно вызывать у нас вот приятные воспоминания, которые нас, конечно, будут успокаивать. И вот все, что я перечислила, обратите внимание, вот все эти чувства, если они у нас исчезнут, мы, к сожалению, скатываемся к депрессивным состояниям. И это доказано, что у людей, у которых прямо сильно депрессия часто возникает, у них обонятельная луковица даже меньшего размера в головном мозге. Вот такой удивительный факт.
факт. Поэтому это обонятельный тренинг нам в том числе поможет вернуть не только яркость вот этих запахов, а яркость наших чувств и вот такое жизни хорошее вообще в настроение, да, целом. вкус к жизни. Да, Юля, вы знаете, вы сказали про взрослых людей, да, и почему-то ведь многим кажется, что с возрастом и зрение становится хуже, и память такая себе, ну и обоняние, наверное, тоже должно снижаться. Так вот, у меня вопрос только один, а должно ли снижаться обоняние с возрастом? К сожалению, должно. То есть действительно это один из факторов опять старения, но еще раз возвращаемся, все-таки обонятельный тренинг. То есть именно обонятельные нейроны, они склонны к регенерации. Не зрительные, не, к сожалению, там волосковые клетки, которые кортевым органом воспринимают слух, звук, да, они у нас не регенерируют, а обоняние регенерирует. И это вот в том числе важно. Поэтому я бы рекомендовала это тоже противодействие старению, в том числе, потому что это и эмоциональный наш фон. Я бы рекомендовала, конечно, обонятельный тренинг еще все, кто там переступает порог, например, 70+, потому что именно там и уже идет значительное снижение. Уже после 50 повышается процент потери снижения обоняния, то есть уже до 30% может быть снижено обоняние у людей, снижено, не отсутствует, а уже после 70 лет до 62%. Но вернуть можно, вот это важно. Это самое важное, на самом деле, что мы должны вынести из сегодняшнего разговора. И в заключение я попрошу вас обозначить 3 опасных момента, которые могут присутствовать в жизни каждого из нас, которые могут так или иначе повлиять на то, что обоняние снизится. Например, использование каких-то лекарств, определенные профессии, резкие запахи и так далее, чтобы мы понимали, где есть вот это вот тин-тин-тин, красный сигнал. Пожалуйста. Ну, первое, это, конечно, вылечивать все респираторные заболевания до полного выздоровления. Не ходить там с остаточным насморком, с остаточным першением в горле и так далее. Любые вирусы, бактерии, все, что мы в носоглотке носим, к сожалению, может, конечно, поразить обонятельный центр. А сделать это можно только при помощи доктора. Просто короткая ремарка, да, что самостоятельно вылечить эти заболевания, какими бы вы и мы с вами умными не были, ну не получается, ребят. Да, к сожалению, это так. Второе, это, конечно, избегать токсического поражения. То есть это могут быть профессиональные вредности. Например, еще 300 лет назад было замечено, что у маляров отсутствует обоняние. То есть там были вот эти свинцовые белила, которые, сам свинец, вот тяжелые металлы, они повреждают, к сожалению. Да выжигали тут, наверное, все. Да, поэтому до полного отсутствия. Сейчас, конечно, краски другие, но тем не менее, надо понимать, что профессиональные, конечно, фактор есть. И самостоятельно никаких лекарств не принимать. То есть самолечение просто под запретом, потому что очень большое количество групп лекарств, которые могут снизить обоняние. Это и антибиотики, причем банальные, там пенициллинового ряда, макролиды, то есть которые мы часто применяем. А сосудосуживающие? Это сосудосуживающие капли, прямо с языка сняли, потому что действительно всем кажется, мы же помогаем, мы же закапываем, вот я плохо там обоняние снизилось, значит я закапываю, у меня пройдет. Нет, не тут-то было. Сами по себе сосудосуживающие капли тоже ведут к анасмии. Глюкокортикостероид, то есть гормональное лечение тоже может повлиять. И много, на самом деле, даже гипотензивная часть препаратов может тоже повлиять на снижение обоняния. Поэтому, конечно, беречь максимально. И я бы рекомендовала еще все-таки замечать это, то есть периодически, вместе, особенно с пожилыми родственниками, все-таки вот наслаждаться запахами, вообще ввести в себе хорошую привычку, вот это обонять, потому что это один из антиэйджинг, на самом деле, крутых таких вот приемов, когда мы перед тем, как вкусить что-то, это еще и обоняем, то есть получаем удовольствие от восприятия запаха. И если вы привыкнете это делать, то как минимум 3 раза в день, завтрак, обед и ужин, у вас обеспечен прекрасный обонятельный тренинг. И учите этому всех там детей, своих там родных, например, там бабушек, дедушек, мам, пап, то есть вот, чтобы этот обонятельный тренинг стал частью жизни. Ну, пообоняйте в этот прекрасный гель для душа, который вы будете сейчас использовать. Понаслаждайтесь запахами. Может быть, какие-то аромалампы себе там купите. И какой-то вечер вот с приятным запахом, с приятной музыкой, с хорошей трапезой. Это должно стать традицией. Это эмоциональный фон поднимет. И это вам сохранит обоняние на долгие-долгие годы. Просто вот используйте этот инструмент. И он вас отблагодарит, он не будет атрофирован. Да, действительно, друзья мои, на самом деле все, что
мы предлагаем вам сделать сегодня, это очень приятно. Испеките пирог своим близким, например, с вишней, если вы никогда этого не делали, и спросите: как ты думаешь, с чем будет сегодня мой пирог? Начните, пожалуйста, заниматься своим здоровьем прямо сейчас. Я вам гарантирую, это путь к счастливому, здоровому и очень приятному будущему. Доктор, я благодарю вас за такие понятные и, что немаловажно, очень нужные всем нам советы. Спасибо большое. Спасибо вам, Елена. Спасибо, друзья. Я надеюсь, что вам понравился наш сегодняшний выпуск. Если это действительно так, ставьте лайки прямо под ним, пишите свои комментарии. И тогда мы будем чаще встречаться здесь, на этом канале, и разговаривать о самом важном, о самом дорогом, о нашем здоровье. Увидимся. Пока.